Добрый день! Сегодня я решила сшить джинсовый сарафан для своей дочки. За основу взяла вот эту вот выкройку. Ссылка на нее будет в описании к данному видео. Только у меня будут небольшие изменения. Не будет пуговичек по бокам и лямочки не будут расстегиваться, то есть будут напрямую вшиты вперед. А посередине, по центру переда будет молния. Итак, перед вами основные детали кроя. Перед – это две детали, прибавка на все швы 1 см, по низу 2. Так, по идее, предполагается кроить одна деталь со сгибом, но я уже сказала, что у меня перед будет застегиваться на молнию, поэтому это у меня две детальки. Шить я буду из джинсовой ткани, такой облегченной, я бы сказала, плательная джинсовая ткань. Вот самое то на лето, летний вариант. И спинка – это вот уже одна деталь со сгибом, те же самые прибавки на шов. Как видите, по выкройке предполагается один карман по центру сверху. Но у меня по центру будет молния, поэтому я сделаю два кармана снизу, немножечко по бокам. Вот выкройка двух деталей карманов. И прибавку на швы я сделала всего лишь по полсантиметра, потому что карманы и сами по себе такие большие. И две детали лямок. Саму выкройку лямок я случайно скомкала и выкинула, потом доставала, распрямляла. Вот. Ну, в общем, две детали лямок, прибавки на них на швы 1 см. Также выкраиваем детали подклада. Спинка одна деталь со сгибом, прибавка на все швы 1 см. А перед это уже две детали, прибавка на все швы 1 см. В качестве подклада я использовала хлопковый поплин. Итак, начинаем мы шить с того, что наши лямочки складываем вдоль пополам и сшиваем вот по этому длинному срезу. Также подворачиваем вверх у карманов и подшиваем. Вот, обратите внимание, я уже пришила карманы к переду. Детали подклада по переднему срезу, а также основные детали по переднему срезу я обработала на оверлоке. Теперь соединяю эти детали лицевыми сторонами друг к другу и буду сшивать со стороны пройм. На деталь спинки накладываем лямочки непосредственно к их меткам. И данные метки переносим с выкройки. Теперь сверху накладываем подклад. Обратите внимание, основная деталь и детали с подклада лежат лицевыми сторонами друг к другу. И будем сшивать эти детали по линии пройм и верха. Мы пришили подклад к спинке и к деталям переда. И теперь будем соединять спинку и перед по боковым швам. Причем обратите внимание, подклад пришивается к подкладу, основные детали к основным деталям. Теперь подвернем два раза и подошьем низ подклада. Вот, посмотрите, мы подшили подклад. Теперь будем вшивать молнию.
Молнию накладываем на лицевую сторону сарафана и сверху накрываем деталью подклада. В таком положении сшиваем. Да, детали из основной ткани по переднему срезу я укрепила полоской флизелина. Итак, мы вшили молнию. Я примерила этот сарафан на свою дочку и отметила длину лямок, которая меня устраивает. Поставила там меточки. И теперь соединяем наши лямки с деталями переда, именно вот по нашим меткам, которые мы вымерили. После чего будем сшивать верхний срез переда у сарафана. Я проложила поверху строчку. Излишек лямки отрезать не стала. Вдруг я в дальнейшем захочу увеличить ее длину. И по всем скруглениям проймы я сделала надсечки по припуску на шов. Видите? Выворачиваем теперь сарафан на лицевую сторону. Теперь отстрочим наш сарафан от одного низа до другого. Одной непрерывной строчкой вот так вот вдоль молнии, по верху, через проймы, спинку и заканчивая внизу другой молнии. Также низ сарафана подвернем 2 раза и подошьем. И наш сарафан готов. Правда ведь это было несложно. В целом я осталась очень довольна данным сарафаном. Он и выглядит симпатично, и на моей дочке сел вполне мило, симпатично. Он такой вот просторный, свободный, не сковывает движения. В общем, я осталась довольна. А на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на мой канал.